17 лет назад почти никто не знал про альтернативную коммуникацию, и было клише, что дети с проблемами речи имеют глубокую задержку развития. Я с детства, садясь на лошадь, капризничал, когда мне показывали, какая красивая холка, и хотел знать одно, где у коня кнопка «Старт». Я как-то говорю своей подруге с большими проблемами зрения: «Поживем, увидим». А она мне отвечает неуверенно: В 4 года было положено знать 30 жестов, а я знал 300 и еще придумывал орфографию. Эта история также нам показывает, что простая человеческая проблема – это не горе, а повод для изобретения. Есть мой любимый вопрос. Вот если представить, что вы появляетесь в баре, и там незнакомые люди, и вот они спрашивают про вас, кто вы, как бы вы им ответили, как вы себя определяете? Вопрос самоопределения и, по-моему, ненужный. Я не могу сказать, кто я, и не ставлю себе рамки. Мне нравится фраза «Я профессионально живу с ДЦП». В ходе моей жизни возникают трудности, и я их решаю, притом стараюсь решить так, чтобы люди потом могли переиспользовать опыт. Еще я программирую, пишу музыку, рисую. Как-то так. Знаете, вокруг меня ходят в обществе людей с инвалидностью легенды, что я проект. Они правда не могут определиться, чей именно проект – Госдепа, Кремля или богатых родителей. Я, кстати, тоже не знаю. Но мне кажется, я действительно проект своих родителей, и они совсем не богаты, но очень крепкие и хорошие люди. И мой юмор и отношение к жизни – продукт их воспитания. Они любили фильмы Тарантино и пластинки Дорс, и я люблю. И если ты так воспитан, если ты так ощущаешь мир, то и к своей или чужой инвалидности ты относишься с этим уровнем уровня. В твоей семье про все шутили жестко. Вот и я шучу так про инвалидность. То есть я этому не учился. Это в крови. И инвалидность не может быть самодостаточна. Отношение к ней всегда формирует окружение. Мое окружение сформировало меня как гребаного паралитика. Знаете, у меня в жизни огромная проблема. Люди, когда хотят что-то у меня узнать, обращаются к моему сопровождающему. Даже если это человек, который рядом просто случайно остановился, или просто сосед в поезде. Система ломается, если он оказывается слабослышащим. Всего этого могло и не быть, потому что история Ивана Бакаидова о том, как важно вовремя заметить проявление человека. Ваню отправили в класс детей с нарушениями интеллекта. На уроке учительница объясняла, что из 2 нельзя вычесть 3. Иван удивился и показал на парте, что в таком случае будет -1. Так учительница поняла, что Ваня знает об отрицательных числах. Я учился в школе номер 616 «Динамика» для людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Я учился в 3 разных классах. В начальной школе в классе с 3 мальчиками, в средней школе с 5 девочками. Заканчивал школу в старших классах на дистанционном обучении, соответственно, 1. Это было связано с трудностью определения программы обучения при сильных нарушениях речи. 17 лет назад почти никто не знал про альтернативную коммуникацию, и было клише, что дети с проблемами речи имеют глубокую задержку развития. Это довольно естественное отношение, так как все мышление строится на речи. Соответственно, нет речи, нет мышления. Я в этом плане довольно редкое исключение, которое смогло сразу перепрыгнуть на уровень письменной речи. Это произошло благодаря моим великим и великолепным учителям,
которые разглядели во мне, в маленьком мальчике, мозг. Они увидели, что я сам себе сочиняю примеры и вардё, и решаю. Тогда мне убрали умственную отсталость, и я перешел на обычную форму обучения. А родители в этот момент, они видели вас, то, что видели учителя? Я с папой лет 5 собирал ракету из бутылки и компрессора и бомбил соседний участок на даче. И при этом мог рассказать как-то жестами, что там реактивная тяга. Проблема была верификации того, что это не родители фантазируют, какой Ванечка молодец, а действительно он такое знает. А так они всегда знали, что я умник, потому как я легко освоил 300 жестов в 3 года. Как я понимаю, не только 300 жестов, но еще и в 4 классе. За 9 класс учебник по информатике. Школа же так сделана на случай, если дети болеют. А так школьный материал можно прочитать человеку за пару лет. Как ты думаешь, возможно ли вот это вот внимание к человеку в системе находящемуся сохранить так, чтобы увидеть эти способности? Есть такой великий альбом «Стена» у группы Pink Floyd. Все мы помним тот припев «We don't need education», но не помним фабулу, что альбом про то, как человек строит стену от мира и школа кирпич в стене. Another break in the wall. И, по-моему, это очень точно отражает то, о чем вы говорите. Школа естественным путем убивает эту детскую наивность, формирует человека врущего. Или homo politicon. Меня школа сформировала скорее человеком молчащим. Я в те годы понял, что, во-первых, никто не готов ждать, пока ты напечатаешь, а во-вторых, никому не интересно, что ты и кто ты. Не могу сказать, что я сильно общался, или мог обсудить, что вот я посмотрел «Криминальное чтиво» или послушал альбом Pink Floyd. Впервые послушал. И это довольно сильно заперло меня в себе. Но, по-моему, это естественно. И очень полезно понять рано. Это мясорубка. Самая известная работа Ивана Бакаидова – программа «Линка». Бесплатный синтезатор для людей с нарушениями речи. Нажимаешь на одну кнопку, выбираешь нужные символы, и программа складывает из них слова и фразы. Есть вариант для тех, кто может выбрать нужную картинку из нескольких, или попадать только в одну букву. А еще «Линка» — это личная история Вани. Идея о том, что я должен говорить при помощи устройств альтернативной коммуникации, возникла с самого детства. Но она банальна. Не можешь говорить сам, говори при помощи девайсов. Но в школе меня все примерно понимали. И дома меня хорошо понимали. И как-то не было необходимости искать программу. В какой-то момент в школе я познакомился с маленькой девочкой Леной. У Лины была очень тяжелая форма ДЦП, полный паралич всего. Мне она очень понравилась. Она очень красивая девочка. Прямо образец красоты. Я влюбился, а общаться то никак. Поэтому я сделал программу для Лины. Эта программа позволяла одной кнопкой выбирать буквы методом перебора и печатать. В школе с радостью взяли эту программу, и за пару лет Линка научилась печатать. В это время меня звали рассказать про эту программу, и я обнаружил, что я ТО сам не могу говорить. Поэтому сделал себе говорилку. А потом так случилось, что Линночка умерла, и меня это очень потрясло. Мне было лет 18, это первая потеря, и в детстве кажется, что люди будут вечные, что у вас есть время. Грустил, плакал. И у меня к этому времени уже была кучка наработок по альтернативной коммуникации, и я ехал их представлять на форум, и мне редактировала знакомая презентацию. И я утром ее открываю, и там гениальная Аня Иванова назвала проект «Линка». И с тех пор у меня появилось название «Линка». Дело в том, что программы, разработанные Иваном, помогают огромному количеству людей с ограниченными возможностями. Благодаря Ивану, например, живущая в Ярославле Олеся Павлик не только начала общаться, но и стала радиоведущей. По пути из родного Питера в Москву Иван заехал к Олесе в гости, и давайте посмотрим, как это было. ДЦП, тяжелая форма. Это крест на всей жизни, фактически все. Каждый день через боль, через страдания. Человек заперт в 4 стенах. У него нет общения никакого.
И стала она искать в социальных сетях помощника себе. Случайно вышла на Ваню. Ну и Ваня ей все помог, объяснил, подсказал. Здравствуй, Ваня! Здравствуйте, Максим! Давно вас ждем. Очень. Хотела Поблагодарить очень поблагодарить. хочет тебя за то, что ты ей программу такую Да, сделал. помогал. Иначе бы она не смогла работать и на радио. Вот эти люди, они просто пользуются программой, потом выясняется постфактум, что вы им помогли. Как это происходит? У них что-то ломается. Они пишут мне: «АО, у меня завтра суд, а ты тут выкатил апдейт и не работает озвучка». Так и знакомимся. А так 200 человек, которые активно пользуются программами, я не знаю. Я собираю метрику, у меня есть прикольная карта, и на ней загораются огонечки, когда звучит голос. Ого. А кто-то в Новосибирске сказал «доброе утро». И сразу возникает огонь. Это история про Гаснела Дункана. С Гаснелом случилась беда. В 37 лет на него свалился грузовик, он был парализован ниже пояса. Женился он сразу после этой катастрофы в больнице. Самое логичное решение, конечно. Он основал фирму по производству фалоимитаторов и в сотрудничестве с феминистическим сообществом произвел первые в мире модели, которые не ассоциировались с мужскими половыми органами, а просто служили для удовлетворения людей. Этот человек не просто изменил индустрию секс-игрушек, он ее создал, а во всем виноват грузовик и любовь. Но в первую очередь грузовик. Мне очень понравилась фраза, которую вы сказали на TED. Сейчас я воспроизведу ее даже по памяти, о том, что беда может быть источником креативности, мотивации. Хуй не работает. Изобрети вибратор. Круче Дункана нет истории. Иван, а вот раз уж мы как раз затронули эту тему, вот это умение посмеяться над собой, оно как формируется, из чего? И как этому вообще можно научиться? Это невероятная любовь и к себе, и к миру, и уважение к людям. Если ты шутишь, ты снимаешь напряжение, которое ты создаешь своим видом. По-моему, это вежливо. Ну и просто так жить проще, а человек легко привыкает к простой жизни. Слушайте, но все равно вот момент такой, мы вот даже сейчас, когда стояли на картинге, когда видели, как вы, в общем, довольно сильно впереди Артура едете, на 1,5 круга, наверное, примерно. Потом Артур вышел, мы как-то стояли, и фраза прозвучала, что а вот мы здесь что-то все ноем, что-то переживаем. Вот в моменты, когда вы все-таки переживаете, как вот этот юмор, не знаю, как вот что-то помогает вам справляться? Я 21 раз смотрел «Криминальное чтиво». То есть это и есть рецепт? То есть в нужный момент ты вспоминаешь просто фрагмент фильма? Или иду пересматривать. Для меня история Ивана Бакаидова о том, как ограниченные возможности становятся неограниченными. Ваня не только успешный программист, но и помогает другим людям. И вы тоже так можете. Нетология предлагает вам сделать первый шаг на пути к новой профессии, а может быть и к новой жизни. 6 декабря стартует онлайн-интенсив «Как стать программистом». Вести его будет гуру в сфере IT Сергей Вертепов. В первый день вам расскажут все о направлениях программирования и задачах IT-специалистов. Во второй вы узнаете о языках программирования и попробуете себя в роли разработчика на практике. Ну а третий день будет посвящен трудоустройству. Иначе зачем это все? Есть такое клише: самое трудное — сделать первый шаг. Только это не стереотип. Нетология всегда поддерживает на пути к переменам. Просто переходите по ссылке и регистрируйтесь на онлайн-интенсиве. Ссылка в описании к этому видео. В повседневной жизни что вас раздражает? Понятно, что когда человек на инвалидной коляске, например, его раздражает
отсутствие нормальных пандусов. Первое, да, вот. Может быть, поведение людей. Я тоже езжу на коляске, и у меня недавно на кочке вылетел телефон, и я на него наехал. Хотя положить ровно дорогу еще могли в Риме. Это бесит, когда люди из-за лени не используют великий дар технологий. Интересно, почему это происходит? Потому что мы не думаем обо всех людях. Тут вопрос думать или не думать, тут вопрос соблюдать нормы. Я думаю, это происходит из-за общего непонимания, что мышление не внутри человека, а на бумаге, и если тебе бумага говорит делать максимум сантиметр, то она умнее. Я вообще сторонник идеи, что искусственный интеллект был изобретен в момент, когда на камень записали знания, а человек всего лишь биоисполнитель. Вам об этом Улицкая Людмила рассказывала. Помимо учителей и, наверное, родителей Илины, вот кто вспоминается и в чем конкретно на вас повлияли? Смотрите, я учился в школе, где дети очень разные, но в большинстве так или иначе имеют ментальные нарушения. И это сформировало во мне ужасное отношение. Я всех так или иначе подозреваю в умственной отсталости. Это довольно катастрофично, так как есть некое напряжение, некий поиск этого чистого сознания и вечное одергивание. Вы имеете в виду окружающих людей, подозреваете? И себя, и других. А себя почему? Привычка? Вот этот момент мне вот всегда интересен был, почему у нас настолько сильно страх инаковости есть других людей. Вот они видят люди другого человека и пугаются в первую очередь. Чтобы мы не заводили от них детей. Мозг, сука, умный. Мозг понимает, что лучше не надо. Это первая реакция, и она доказана. Такие моменты, когда вы понимаете, что люди боятся и как-то вот не могут с вами взаимодействовать нормально, что вы делаете? Шучу. Смех снимает напряг. И опять же я делаю уже это на уровне рефлексов, как они на уровне рефлексов боятся. Интересно, потому что вас никто об этом не спрашивал, насколько я могу судить. Был ли у вас в жизни буллинг, и как вы справлялись с ним так, чтобы не озлобиться в ответ, не стать враждебным, а как-то вот, не знаю, с помощью юмора, с помощью каких-то инструментов с ним справляться? Так я не могу назвать свой опыт буллингом. Я довольно естественно в течение жизни изолирован от людей по понятным причинам. Поэтому каждый мой контакт с людьми спланирован. И при возникновении каких-то насильственных ситуаций я довольно легко замолкал. А это лучшее лекарство. То есть люди просто оставляли вас в покое и... Я умею молчать лучше всего. Я сам переживал некоторые ощущения, что вот нужно поддерживать себе веру в людей в целом. И, в общем, для этого мы наши выпуски тоже во многом и делаем, потому что для меня это какое-то поддержание веры в нормальность. Как вы в себе поддерживали вот это вот ощущение, не ощущение, а желание взаимодействовать? Так получилось, что великий русский антрополог Илья Утехин писал статью «Мычание и жесты» про мою коммуникацию с мамой, и мы как-то с Ильей, а потом с его заместительницей Аней Клепиковой, очень подружились, и это было огромное счастье. Я Ане писал каждый день, в 16 лет, это было спасительно и очень-очень интересно, так как это сверхобразованные люди. И это сформировало привычку общаться со взрослыми. Почти всем моим друзьям за 30. Меня очень расстраивает, когда мои подруги предупреждают заранее своих родителей о том, что у меня 2 ЦП. Представьте, сколько прекрасных сцен первого знакомства они у меня отнимают. Но я всегда могу успокоить их родителей тем, что у меня нет подписи и мы не сможем расписаться. Ну тогда, знаешь, логичный переход к вопросу отношений с девушками, потому что ты столько про них шутишь в стендапе, который тебе записан, и столько ты как-то вот обыгрываешь это,
И здесь же тоже момент, наверное, когда по-другому могут и девушки к тебе относиться после того, как ты стал известным. Как это вообще происходит? Слушай, девушки стали относиться по-другому, когда мне Илья Утехин рассказал лет в 18, что чтобы у вас было все хорошо, надо, чтобы она от тебя захотела ребенка. Но оно отлично, надо сказать, работает. Публичность да повод познакомиться. Но важнее это ощущение, куда нажимать. Про отношения и знакомства с девушками есть прекрасная история. Она пока не может быть публичной целиком, но я расскажу абстрактно. Некой особе придумался очень интересный проект в ее области, и ей нужна была программа. А кто здесь самый главный программист? Она пишет мне, я прикололся идея, думаю, давай встретимся, обсудим. Полчаса в парке посидим. В итоге по характеру встречи нам надо было обсудить Шостаковича. Закончилось все дня через 4, просто потому что она улетала на гастроли. Слушай, ну ты сам, видишь, подвел к этому вопросу тогда про родительство. Думал ли ты, каким будешь родителем? И из этого самое важное, что передать, а что не передать никогда своим детям. Тут до смешной переход, так как ощущение ТО надо создать, а детей то я пока не хочу. Я хочу детей до лет через 5. Просто потому что сейчас и я не зрелый. И денег хочется для детей чуть больше. Поэтому в 27 я либо застрелюсь, или рожу ребенка. Ну как рожу, рождает женщина. Наше дело не хитрое, а передать ребенку я хочу осознание красоты структурного мышления и любовь к милосердию. Красиво. Почему застрелиться до 27? Потому что клуб 27, Курт Кобейн? Поэтому? Вот эти те две вещи, которые ты сейчас сказал, а это те вещи, которые тебе твои родители передали? Так, не могу не спросить про Юру Дудя. Я знаю про конкурс, естественно, все мы знаем. Как получилось так, что вы познакомились? И, в принципе, он во многом тоже помог, чтобы вас узнали. Юра Дудь проводил конкурс в комментариях, надо было описать проект, и они давали 1 000 000 на развитие. Я выиграл этот конкурс, получил 1 000 000. До сих пор делаю на него программы, например, программу для айтрекера, чтобы печатать глазами. Примерно через год я ехал в Москву и думаю, дай-ка я найду контакт Юры и покажу, что делал. Написал, совершенно легко договорились о встрече, выбрали потрясающее место, редакция «Новой газет» и встретились, а потом Юра написал пост. Иван, а ощущение значимости собственной или там, не знаю, большего принятия жизни у вас зависит от того, насколько внешние успехи у вас появляются? Потому что я вот по себе, опять же, заметил, что у меня вот прям прямая есть между тем, насколько у меня что-то получается в работе или в жизни, и тем, как я себя ощущаю. Ну да, это иногда чешет самолюбие. Но мне нравится фраза про Набокова, что это нам кажется, что он хотел что-то доказать своим уровнем письма. Но на самом деле аристократ доказывает всем все только своим рождением, а дальше действует просто по правилам семьи. Так вот у меня относительно похоже. Я уже всем все доказал тогда в 1 классе, а теперь просто живу как хочу, как умнее. Знаешь, у меня странный мозг устроен, потому что я могу что-то прочитать, а потом десятилетиями это помнить. Вот почему-то мне очень сильно въелась в память фраза Дмитрия Нагиева в одном из старых его интервью о том, что вот он просто был парнем, все с ним общались, все было как обычно, а потом он стал классным парнем, потому что он стал известным. И это очень сильно поменяло отношение людей к нему вокруг. Как произошел момент, когда ты стал классным парнем? Это был такой момент, что я всегда в своих рамках был куда выше. То есть в 4 года было положено знать 30 жестов, а я знал 300 и еще придумывал орфографию. Это вызывало восхищение, а болтать толком о пустом я никогда не мог, так как это слишком большая скорость, поэтому ощущение этого лицедея было всегда. Я делаю это не зачем, а почему. Я мальчик. Я с детства, садясь на лошадь, капризничал, когда мне показывали, какая красивая холка, и хотел знать одно, где у коня кнопка старт.
Так сложилось, что в течение жизни нашелся такой спорт, как картинг, в который я легко ушел с головой. А вот это ощущение адреналина, оно есть? Ну а зачем еще? Что вам дает такую ежедневную опору? Такой внутренний драйвер какой-то? Знаете, у меня есть брат Артем, который, что называется, ел тот же борщ с тем же хлебом, и он абсолютно не такой. Его 7 пеньками не выгонишь, поэтому я отвечу, что это такое рождается. А так, конечно, поддерживает музыка. Именно прослушивание музыки. Не буду спрашивать, в чем смысл жизни, спрошу по-другому. Что самое важное для вас в жизни? Записывать. Сколько людей вокруг тебя остались незамеченными, такие же, как ты люди. Классные, остроумные, но вот в силу того, что у них есть особенности, их просто никто не увидел по-настоящему. За человек 5 очень обидно моих личных знакомых. Наверное, что больше всего меня потрясло, что была у меня в школьные годы девушка, хорошенькая, светлая, умненькая, но запертая в своей панельке без пандуса. Мы друг другу нравились, но в какой-то момент все оборвалось на этапе тактильных отношений. И сейчас она спустя пару лет пишет: «Я все думаю, она же все там сидит. Умная и добрая». Но твоя программа не помогла девушке, которая заперта в панельке? Или она помогла ей говорить, общаться с миром, но не помогла как-то больше, да, достичь чего-то? Мало кто способен быть героем. А героем ты имеешь в виду освоить программу как-то? Хер с ней с программой. Найти образование, заработать на квартиру, убить свою мать – это очень сложно. Убить? «Это байка?» – спросил юноша китайского монаха. «Как обрести свободу? Убей свою мать», – ответил монах. И если в контексте царя Эдипа, это очень даже интересная мысль. Слушай, а вот эта любовь к милосердию, про которую ты сейчас упомянул, в нее входит правильное отношение к другим людям, вот к иным людям, которые не похожи на тебя в силу самых разных причин. Может быть, медицинских, может быть, расовых. Но вот этот вот некий этикет взаимодействия с человеком. Я просто сам об этом думаю, есть ли какая-то методичка, какой-то этикет, как это нужно делать, как нужно общаться? Да, конечно, есть глобальные правила. Первое, прижать может всех, и если ты видишь человека, то пойми, что завтра тебя грохнет инсульт, и ты не застрахован, и будь вежлив так, как и тебя может. А второе, будь собой. То есть не сюсюкай и не старайся подвлечь. Ты во время разговора поймешь, если есть необходимость делать на ментальные особенности. Сейчас историю расскажу. После школы у меня осталась прекрасная подруга. У нее есть ментальная инвалидность, она многие вещи не понимает. Но при этом это человек, добрый, живой. И как-то была легенда, что она знает много языков. А я как-то относился скептически, тут открыл Google переводчик и проверил. Она легко переводит сложнейшие фразы с итальянского и финского просто в лет. И потом мы обсуждали, что она уезжает на 1,5 года. И она говорит, через 6 месяцев увидимся. Я говорю, как бы не 6, а сколько? А посчитай. И мы час сидели, делили 12 на 2 и прибавляли 6 и не смогли. Вот и как. Судить человека по финскому или по математике. В итоге перевели на финский и поделили. Есть ли у тебя картинка твоей идеальной жизни? И если есть, насколько она совпадает с твоей текущей? Или это одна и та же жизнь? Мне до идеальной жизни осталась только семья, стабильные отношения, некий очаг, тепло, подмерз немного. А так в плане карьеры я счастлив тому, что делаю. Я как-то раз попал на шоу «Пусть говорят», не спрашивая, каким образом это произошло, я сам не знаю, как это произошло. Но там был Ник Вуйчич в гостях тогда. Я думаю, что это было лет 8 назад.
И среди всего мракобесия, которое происходило на этом шоу, был один хороший вопрос Нику Вуйчичу о том, хотел бы он что-то обменять в обмен на самое обычное человеческое тело. И если бы хотел, то что бы он хотел обменять? Вот ты бы хотел бы обменять что-то на жизнь, самую обычную жизнь? Я отвечу тебе, но сначала мы поржем. Я из Вуйчича помню только одну цитату. Он сравнил секс до свадьбы с приемом пищи без глотания. На этой ноте я закрыл книжку. Ты удачно открыл книжку. Совсем не пает. Да я думаю, лет через 5 мне поставят в мозг помпу с фильтрацией этих движений. Я отвечу так. Есть таблетки, уже которые полностью снимают гиперкинезы, но у них одна побочка. Как думаешь, какая? Ответ должен быть приличным, скажи мне. Максимально неприличным. Импотенция? Знаю твое чувство юмора, я уже угадал. И я не шучу. И как видишь, между здоровьем и здоровьем я выбрал здоровье. Тогда последнее. Я не думаю, что спрошу, но все-таки спрошу про 3 вопроса самому себе. 3 вопроса, которые вам пока еще не задавали, а стоило бы. Про вашу жизнь, про себя. И вы могли на них ответить. Первое, я бы попытал меня, почему у меня нет высшего образования, и попытался показать, что его нет. Второе, вопрос о моих исключительных правах и как я живу с исключительностью. То, что мне помогают и прощают многие вещи. Например, тоже отсутствие высшего образования, или же я могу не захлопнуть дверь, выходя из такси, и типа ему можно. И как я это осмысляю, и как пользуюсь. Мне кажется, главное, что мне прощают, это мой юмор. Ну типа так нельзя же шутить, ну нельзя. Второе, я какая-то священная корова, тем более сейчас, когда кроме инвалидности, я еще и селебрити. Это некий актератеризм, ты можешь вроде все, так как ты развлекаешь публику. Типа городского сумасшедшего. Третье, поразмышлять о смерти. Мысли о смерти – это некое упражнение впустую. По сути, что мы знаем о смерти? Первое, мы все умрем. Второе, момент смерти не определяем. Это может случиться сегодня, а может лет через 200. Третье, это необратимая штука, если ты не Христос. Это примерно все, что мы знаем о смерти и с чем играет наш мозг. Если у вас мало знаний на тему, что вы невольно многое додумаете, возможно, это вас развлекает. Но на самом деле мы можем оперировать теми 2 фактами и не сказать, что они шибко позволяют широко мыслить. И то, что смерть – это экзамен на то, что сколько ты успел записать, и от количества записанного зависит твоя продолжительность жизни. Так, например, Пушкин вечен, Соков тоже, а Иисус Христос вообще Бог. Мне интересно именно это создание сознания вне тела. То есть то, что останется после, насколько это будет долговечно. Если хотите, чтобы это видео посмотрело больше людей, ставьте лайки, пишите комментарии и делитесь с друзьями.